Ну что, наконец-то свершилось это грандиозное событие. Теперь можно задонатить сразу на 2 билета. Два момента перед началом, я обязан их сказать. Первый. Я этот ролик делаю с позиции человека, которому вообще на брейн-рот контент наплевать. Да, я могу похихикать и даже похахакать с каких-то мемесов, но на полном серьезе выбирать сторону быть за или против, ну, у меня есть дела и поважнее. О боже, как же хочется в рандом скваде прыгнуть в хотспот в соло и сдохнуть там как ебаный да. Второе, это то, о чем говорили везде, и на форуме Стима, и в ТГК, и на сайтах, что этот режим игре не подходит, он в нее стилистически не вписывается и вообще неуместен. Да, не подходит. Да, стилистически ему место где-нибудь в Fortnite, а в плане уместности так вообще в Warzone, судя по тому, какие замечательные коллабы там проходят. Но понимаете, в чем проблема? Весь серьезный движ и весь military style остались в двушке, в трешке, в ОФП, она же Cold War Assault, в Reforge и в DayZ. Эта игра уже лет 5 как передана корейцам, и корейцы последние 5 лет только тем и занимались, что устраивали коллаборации разной степени уместности. И то, что мы сейчас видим, это не пик, это памп. И в будущем количество неуместных коллабораций будет только увеличиваться, так же, как это происходит с PUBG Mobile, например. Да и при Брэндоне Грине тоже не все было гладко. Если честно, я ожидаю коллабу с Маканом, добавление в игру его скина и карты Братан Лэнд. Как же ты надоел говорить, ты будешь сегодня игру искать или как? Я очень надеюсь, что это не ИИшный арт. Даже несмотря на то, что игра начинается со смыва унитаза, режим все равно удивляет, потому как здесь с самого начала вам дают ПП, которые в мете были пару месяцев назад, и Win94, которые я лично не видел в игре года, наверное, с 18-го. И оказывается, можно с самого начала дать игрокам нормальное оружие, а не 4 двустволки и ножку от табуретки. Это я к тому, что в прошлом режиме Left Behind чуть ли не драться с тиммейтами приходилось за нормальный лут с автомата. Ну и стартовый пистолет с обвесами, да, он тоже может заролять. Да и ревайв тиммейтов можно сделать быстрее. Да и попадания регистрируются, ну просто чудеса. А ты знал, что Оксимирон признан иноагентом? А ты знал, что мне на это абсолютно Я уже чисто физически не в состоянии как-то громко и экспрессивно говорить. Про самих боссов особо нечего рассказывать. Это буквально 3 летающих толкана. Толкан маленький, толкан побольше, с клешнями, и толкан вообще большой жест. Если бы люди в 2017-м увидели этот геймплей, они бы расплакались. Даже несмотря на то, что боссы все выглядят по-разному, у них у всех один и тот же набор атак. 2 разных вида атаки лазером, прямолинейная и дугообразная. Луч, который они кастуют под себя, призыв скибидонов и АОЕ атака на всю карту, о которой еще будет сказано, пару ласковых слов. О, ёбаный дядь. В бонус толканы могут очень резко поменять свое положение в пространстве, из-за чего ваш выстрел с Панцерфауста уходит в молоко. Также по какой-то причине боссы не получают урон от коктейлей Молотова, так что даже не пытайтесь в них его кидать, что странно, потому что попасть им вполне возможно. Можно ли сказать, что технически это один и тот же босс, только в разных фазах? Да, можно, но кому не по. Про самих скибидонщиков тоже многого не скажешь. Бегают по карте, сбиваются в кучи, все пытаются укусить тебя за жопу, периодически впадают в приступ истерического смеха, прямо как стримеры, которым скрутили ботов на Твиче. Поодиночке угрозы не представляют, но если зажмут, то тут, конечно, палец вверх, до свидания. Ну и да, к ним можно подойти со спины и смыть. Охуенно, пока варил себе кофе, чел в соло затащил. А в Left Behind бы его зажали и все, блядь. Он соло не поиграешь. Вместо того, чтобы растягивать видосы, рассказывать о том, как тут весело бегать 20 минут от ящика к ящику и искать там панцерфаусты, так как любое огнестрельное оружие наносит просто какой-то смехотворный урон по боссам, я расскажу вам мету, которая полностью описывает весь режим меньше, чем за полминуты.
Это же запрещенная на территории Российской Федерации организация. Ты долбай. Фарм АВД на первых двух боссах. Фарм компонентов на первых двух уровнях сложности и из ящиков иногда. Крафт грозы, чтобы удобнее было стрелять по шкибидончикам и тем самым стакать себе бафы. И крафт рыси на последнем боссе, которая наносит 3000 урона за хедшот и 2000 урона за бодишот. Потому что если вы будете пытаться дамажить последнего босса фаустами, то вы просто жижанете под себя. Ну а теперь, так как мне нужно растянуть видос, то я озвучу главную проблему этого режима, и заключается она в том, что геймплей опять растянули. Так как нормально боссов дамажит только рысь, которая требует компоненты, и панцерфаусты, которые только спавнятся, мы не говорим про снайперские винтовки, потому что в рандом-скваде снайперам места нет. То тебе приходится бегать по всей карте и заглядывать в каждый ящик. Ящиков на карте где-то 5 или 6. А у вас еще 3 тиммейта, если вы не забыли. Но проблема в том, что лут в ящиках рандомный. И там может заспавниться как 4 панцерфауста или 3 АВД, так и 5 гранат или вообще патроны, которые вы и так получаете за убийство скибидончиков. Да и спокойно залутать эти ящики вам никто не даст, потому что сверху вас атакует босс, а со всех сторон вас зажимают туалеты. В итоге все это превращается в какую-то просто нереальную духаторию, где вы 5 минут бьете первого босса, 15 минут бьете второго босса и сливаетесь третьему боссу где-то минуты за 2. Но вот все вот это с позиции рандом сквада. В пати-то можно минуты за 10 первых двух боссов пройти. Хотя такой спидран имеет и обратную сторону, при которой вы не сможете нафармить АВД на следующего босса. А фармить АВД на ласт босса все равно придется. Потому что вы, конечно, можете доджить прямые его атаки и эффективно отстреливать туалеты. Но вы никак не сможете задоджить АУЕ атаку на всю карту, которая нокает весь ваш сквад. Да, это в 2025 году такое. Что я могу сказать? Бля. Вообще спецатака босса сбивается, когда вы его оглушаете. Но вот я сейчас посмотрел все футажи, которые у меня есть с G-туалета, и он ни разу там не был оглушен. То есть он либо постоянно уворачивался от панцерфаустов, либо на него оглушение не работает вообще. Я уже думал, что я не смогу пройти этот режим с рандомами, но, как говорится, если очень долго и упорно траить, то все обязательно получится. В итоге я все-таки смог пройти с рандомами последнего босса, за что им огромное спасибо. Пацаны, вы лучшие. Но самое смешное, что сделали мы это втроем, потому что 4-й чел просто отвалился за пару секунд до начала игры. Награда, конечно, соответствует затраченному времени. Ну смотри, бесплатно по брейнроту пострелял. А ведь кто-то за такое платит по несколько тысяч в том же Гаррис моде. Ты подумай об этом на досуге. По багосам. Во-первых, был какой-то абсолютно ублюдский баг, при котором босс мог атаковать, находясь в стане. И причем было это не раз и не два. Второй багос, футажи которого у меня, к сожалению, не записались, был еще веселее. Там ни у меня, ни у моего тиммейта не проходил урон по боссу ни из одного огнестрельного оружия. Даже с рыси. Единственное, что наносило ему урон, это выстрелы из фауста. И то весь этот урон резался вдвое. Нужно ли говорить о том, что мы просто слили ту игру? Корабль умет на восток, нож должен иметь кровосток. Слово богоюзера. Да, корейцы молодцы, конечно, понаставили невидимых стен, опять, но не везде. Вот эти потери кадров на видео, это как раз таки вместо блока про оптимизацию. Так что со спокойной душой можно залезть по верстаку на край контейнера, шкибидончики вас там не достанут, а вы сможете спокойно сидеть и настреливать. Но при таком стиле игры вы не сможете нафармить себе АВД на следующего босса. На последнем боссе такое место тоже есть, это станок-качалка. Скибидончики вас там не достанут, но вот атаки босса там проходят. Оттуда на самом деле очень удобно настреливать с рыси по боссу. Это единственная такая снайперская позиция на всю карту. Ну и да, их можно по баде блочить. Не знаю, зачем это вам, но ловите. Вообще, по игре я заметил, что вот эти маленькие туалеты не очень умеют искать пути обхода, потому что очень часто была такая ситуация, при которой они застревают в ящиках. Ну как там с наградами обстоит вопрос? Главная награда, да, выглядит очень стильно. Не military style, но и не корейские высеры. Так что в целом сойдет. Все же остальные награды не стоят даже того, чтобы на них кнопку забрать нажимать.
но я забрал. Да, есть очень красивые красно-черные скины на МП5 и пулемет, но надписи на них как раз-таки эти самые раскраски и руинят. Да какой вообще Хэллоуин? Сегодня день скибидинского единства. Вон уже снег выпал на улице. В целом, не так уж и плохо для этой игры. В конце концов, у нас был Left Behind, которое такое ощущение, как будто был создан нейросетью по гайдам из 2015 года. Вообще, Left Behind, конечно, заслуживает отдельного ролика. Проходит 20 лет, ты смотришь, как корейцы, которые зарабатывают там чуть ли не миллиард в год, не в состоянии сделать нормальный зомби-мод. А делают какую-то полную, хуйню. Ну просто параша, блять. Я это не знаю. Блять, мне кажется, я сейчас свои легкие выплюну. Ставьте лайки, подписывайтесь, но лучше, конечно же, Сосите у меня писушку, азызаза.